Сможет ли Гуль разрушить хрупкую связь между Асией и Парсом? Или же их чувства окажутся сильнее интриг, лжи и предательства? И действительно ли этот брак обречен, или впереди у них еще есть шанс спасти то, что почти ускользает из их рук? Ответы скрыты за чередой событий, где каждое решение может стать роковым. Лейла и Левент начинают опасную и тщательно продуманную игру против Парса. Их цель не просто навредить, а разрушить его изнутри, лишив опоры и доверия. Шаг за шагом они плетут сеть интриг, в центре которой оказывается Гуль. Ее неожиданно выводят на передний план, представляя новым лицом холдинга Акаби. Все происходит настолько тонко, что Парс даже не замечает, как становится частью этой схемы. Один неосторожный момент, одна подпись, и судьба делает резкий поворот. Теперь Гуль официально становится лицом компании. Оказавшись в центре внимания и получив внушительную сумму денег, Гуль испытывает смешанные чувства. Ее сердце бьется быстрее не от радости, а от тревоги и сомнений. Она передает деньги матери, словно пытаясь избавиться от тяжести, которая внезапно легла на ее плечи. Но спокойствие длится недолго. Случайная находка переворачивает все с ног на голову. Парс обнаруживает на столе Левента вещь, принадлежащую Гуль, и в его сознании мгновенно рождается подозрение. Гнев вспыхивает, словно искра в сухой траве. Он требует объяснений, не сдерживая эмоций. Атмосфера накаляется до предела, слова ранят, правда выходит наружу, и удар оказывается сильнее, чем кто-либо ожидал. Осознав, что его использовали, Парс чувствует себя преданным и обманутым. Лейла, стремясь замять ситуацию, предлагает решить все деньгами, будто чувства можно купить или стереть. Но для Гюль это не выход. Ее гордость и внутренний мир не позволяют принять такую компенсацию. Она решает вернуть деньги, чтобы доказать, ее чувства не имеют цены. Однако судьба снова наносит удар, деньги исчезают. Махир крадет их, лишая Гуль последнего шанса сохранить достоинство. В этот момент внутри нее что-то ломается. Тем временем Асия все глубже погружается в сомнения. Тень прошлого между Парсом и Гуль не дает ей покоя. Ее сердце разрывается между любовью и страхом быть обманутой. Парс пытается ее убедить, обещает все исправить, но достаточно ли этого, когда доверие уже дало трещину? В отчаянии Гуль пытается вернуть контроль над ситуацией. Она ищет деньги, цепляется за любую надежду, но все безуспешно. Тогда она решается на последний шаг встретиться с Парсом. Но и здесь ее ждет новое унижение. Парс намеренно ведет разговор в присутствии Асии, будто желая поставить точку раз и навсегда. Его слова холодны, взгляд жесткий. Для Гюль это не просто отказ, это окончательное разрушение иллюзий. И тогда внутри нее рождается нечто опасное. Боль превращается в решимость, а отчаяние — в темный план. Ночью, скрываясь в тишине, Гуль проникает в особняк Акаби. В ее руках оружие, а в сердце лишь одно желание — избавиться от соперницы. Все решают секунды. В тот момент, когда она готова нажать на курок, вмешивается Парс. Он успевает остановить ее и спасает Асию, но последствия этой ночи уже невозможно стереть. А теперь главный вопрос: после всего пережитого, после предательства, боли и попытки убийства, сможет ли любовь Парса и Асии выжить? Или же Гуль все-таки разрушит их судьбу? С кем, по-вашему, должен остаться Парс, с Асией или с Гуль? Напишите в комментариях: Асия или Гуль.